Привет, друзья, с вами Лада, и это видео о том, какие материалы могут понадобиться в первую очередь начинающему в плетении из газет. Очень много в последнее время мне поступает запросов снять такое видео, также показать материалы, которыми я пользуюсь, и материалы, которые в первую очередь необходимы начинающему в газетоплетении. Поэтому, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру, и не забывайте заглядывать в описание под видео, там очень много полезной информации и ссылок на интересные мастер-классы. Здесь я хочу сразу оговориться, что, конечно, у каждой плетельщицы, у каждого мастера список необходимых материалов, которые они пользуются в первую очередь, может отличаться в зависимости от тех изделий, на которых они специализируются. Кто-то плетет простые корзиночки, тарелочки, изделия, а кто-то специализируется на сумках плетеных, поэтому в его арсенале материалов могут присутствовать специальные какие-то инструменты, установщики различных материалов сложных и так далее, и так далее. Это тоже нужно учитывать. Но если, например, вы просто человек, который приглядывается к плетению из газеты, хочет попробовать, не знает, с чего начать, какие материалы приобрести в первую очередь, то, возможно, мое видео вам поможет определиться, хотя бы приобрести тот стартовый набор, который вам поможет начать создавать эти изделия, а потом вы уже определитесь в своем направлении, что вы хотите, и там уже будете докупать те материалы, которые вам могут понадобиться. Плетение из газет начинается с создания вот таких вот трубочек, из которых будут создаваться шедевры, и для того, чтобы накрутить эти трубочки, нам в первую очередь понадобится бумага, спицы, ножницы, клей ПВА. Вместо ножниц я использую канцелярский нож с линейкой и коврик для резки. Но давайте обо всем по порядку. Я уже рассказывала в одном из своих видео подробно очень о бумаге, какая лучше всего подойдет для плетения, а какую лучше всего не стоит брать для этих целей. Это видео вы можете посмотреть вот здесь. Для начинающего я рекомендую брать газеты, это самый лучший материал для кручения трубочек, такая бумага очень мягкая, на нее очень хорошо крутятся трубочки, они получаются достаточно эластичные, из них хорошо плести изделия. Единственный минус такой газеты – это сам газетный принт, который, к сожалению, не очень-то легко и закрасить, и практически невозможно это сделать. Кому-то нравятся пестрые трубочки, а кому-то не очень. Если вам пестрые трубочки все-таки не понравятся, то я советую приобрести вот такую вот чистую газетную бумагу. Она не белая, она имеет сероватый оттеночек, но очень хорошо красится любыми красителями. Это такая же газетная бумага, ее еще называют потребительская или пища бумага, продается в различных форматах. У меня это формат А3, который я впоследствии режу вот на такие полосочки на коврике для резки. Еще можно ее встретить и в рулонах, и в формате А4, как альбомные листы. Ее можно приобрести и в интернет-магазинах, в типографии, и в канцелярских магазинах тоже иногда можно встретить. Далее нам понадобятся спицы, на которые мы будем крутить трубочки. Кстати, в этом видео я показываю, как крутить трубочки очень-очень подробно. У меня в арсенале 3 вида спиц. Первая спица, которую я советую начинающим, это 2 мм в диаметре. Такую спицу очень легко найти в любом рукодельном магазине. И на такую спицу очень легко приноровиться крутить трубочки. А далее моя самая любимая спица – это 1,5 мм в диаметре. Она мне досталась от мамы с советских времен. Сейчас в магазинах ее очень редко встретишь, но это можно сделать. На такую спицу тоже очень легко приноровиться крутить трубочки. Мне такие трубочки нравятся больше всего. И еще у меня в арсенале есть спица 1 мм. На нее я сейчас кручу трубочки для любого изделия, для большого и для маленького. Но на нее очень сложно приноровиться крутить их, потому что требуется больше навыков. Кстати, в этом видео я показывала, из чего такую спицу можно сделать, потому что сейчас в продаже спиц таких не встретишь, и приходится делать их из подручных материалов. И пару слов о клее. В данном случае, как я уже сказала, нам понадобится клей ПВА, и он у меня 2 видов. Первый клей ПВА столярной компании Tex. Я им очень долгое время пользовалась, когда еще крутила трубочки из газет. Он очень хорошо в этом плане мне помог, но когда я перешла вот на эту бумагу чистую газетную, то трубочки расклеивались, когда я пользовалась этим клеем. И с того самого времени я перешла вот на этот клей Супер ПВА Столяр от фирмы Момент, и я очень довольна, трубочки не расклеиваются, очень хорошо все держится. Такой клей даже заменит и клей Титан, и клей Момент Кристалл, он очень
достаточно густой. Я его использую и в грунтовке. То есть развожу его 1 к 2 частям воды и грунтую изделие для получения большей жесткости. Так что начинающим я советую брать именно этот клей сразу для склеивания трубочек без последующего расклеивания их кончиков. Также на него можно приклеивать различные элементы декора к корзиночке, а также его можно использовать при грунтовке изделия. И что немаловажно, кстати, он не желтеет со временем. Кстати, к разговору о клее, я еще для более быстрой и сильной фиксации использую клей Момент Кристалл. Он очень хорошо клеит более объемные декоративные элементы. И в некоторых случаях, когда мне нужно сильное склеивание и быстрое, я его тоже использую. Еще использую клей Титан, но тот в свою очередь очень редко продается в строительных магазинах, поэтому часто покупаю этот клей. Итак, следующие материалы, которые нам понадобятся, это материалы для покраски наших бумажных газетных трубочек. На самом деле можно из этих трубочек сплести корзину, а потом ее уже покрасить, но я предпочитаю тот вариант, когда я сначала крашу трубочки, а потом плету изделия. Так веселее, интереснее получается, можно комбинировать по-разному цвета, получается очень даже здорово. И давайте посмотрим, чем можно покрасить наши бумажные трубочки. На самом деле материалов очень-очень много, но я расскажу о тех, которыми я лично пользуюсь. Итак, в первую очередь обожаю морилку на водной основе. Ее у меня очень-очень много. Я как-то снимала видео по всей морилке, которая у меня имеется, и по тому, как смешивать разные оттенки морилок. Вы можете посмотреть его вот здесь. Здесь у меня 3 разных морилки, 3 разных фирмы. Тури Скандинавия, первая фирма. Такую морилку я покупала у нас в Санкт-Петербурге в Максидоме. Мне очень нравится такая морилка, она очень хорошо равномерно окрашивает. Кстати, очень интересные цвета, это сосна, калужница еще, достаточно интересные такие. Далее морилка компании Вершина. Такая морилка меня все чаще удивляет, потому что в ней содержится какой-то осадок, который неравномерно окрашивает трубочки. Но так смотрится даже интереснее, потому что трубочки получаются реально как настоящая лоза. И следующая морилка Новбытхим компания. Мне такая морилка тоже нравится. Это все морилка на водной основе. Она очень хорошо окрашивает трубочки, считается хорошей морилкой, хорошей компанией. Далее, чем я еще крашу трубочки помимо водных морилок? Это колерами различными, но на самом деле я не очень люблю колеровочный способ, потому что, во-первых, он у меня получается не совсем, скажем так, хорошо, потому что колер, он всегда должен использоваться, он не должен долго храниться на одном месте, чего, конечно, у меня не совсем получается это сделать. Колера у меня лежат подолгу, и потом нужно очень хорошо, тщательно размешивать этот состав. А колера я покупаю тех цветов, которые не могу найти в морилках. Это, например, изумрудный цвет, какой-то такой ядовито-зеленый, тоже пригодится. Алый, далее у меня имеется колер голубого цвета. Ими вот я чаще всего пользуюсь. Очень похожие на колера это акриловые краски. Их можно брать и вот из таких вот баночек. Но здесь у меня больше краски для декоративных отделок. Это перламутровые краски. А вот эти краски акриловые я как раз использую для покраски трубочек. Они в тубах у меня. Я их развожу в растворе точно так же, как и колера, только мне они нравятся больше, потому что они очень хорошо растворяются, и такой раствор хорошо равномерно окрашивает трубочки, именно вот из акриловых красок. Далее у меня содержится еще в арсенале белая акриловая краска. Ее я использую для нанесения патины, то есть для состаривания изделия. Очень хорошо. Также можно ее покупать и вот в такой вот упаковочке. Ее можно заменить и на белую строительную краску водоэмульсионную. Точно такой же будет эффект. Кстати, вот в этом видео подробно я показывала, как наносить патину на изделие. Еще к вопросу окрашивания трубочек я советую приобрести вот такой вот лоток для удобного окрашивания. Этот лоток я приобретала в строительном магазине в отделе рассады. Также его можно сейчас встретить и в Ашане, и в Фикс Прайсе, и в цветочных магазинах. Сейчас, кстати, самое время, лотки такие появились. Очень удобно. Налил сюда раствор для окрашивания, морилку или колеровочный раствор, опустил трубочки, искупал их, окрасил, вынул, и этот лоток можно помыть и в следующий раз тоже его использовать.
Хочу добавить несколько слов о красках, об акриловых красках и о морилке также. Я считаю, что начинающим в плетении не стоит скупать все краски всех оттенков сразу, достаточно купить какие-то основные цвета, из которых вы будете впоследствии получать дополнительные оттенки. Например, это желтый, голубой, зеленый и красный. И из таких комбинаций можно получить и фиолетовый, и розовый, и оранжевый цвета. Это касается и акриловых красок, и колеров, и также морилок. Минимальный набор морилок, я считаю, достаточно иметь вот такие цвета в своем арсенале. Это эмбеновое дерево, лимон, махагон и дуб или мокка. Таких морилок вам хватит для получения различных других оттенков. Например, если смешать эбеновое дерево с махагоном, получится фиолетовый оттенок. Если смешать эбеновое дерево с лимоном, получится зеленый оттенок. В своем видео о морилках я очень подробно это все рассказывала, ссылочку в описании обязательно оставлю. Из следующих материалов, которые я советую приобрести начинающим в газетоплетении, это кисти с жесткой щетиной. В своей работе я постоянно такие использую при грунтовке изделия и при лакировке. Почему именно с жесткой щетиной? Потому что такие кисти не только хорошо грунтуют и лакируют изделия, но и также жесткая щетина убирает излишки лака и грунтовки, которые забиваются между плетеными рядами и оставляют не очень хороший вид. Вот щетина эти излишки убирает. Еще из материалов понадобится простая губка. Она нужна для нанесения патины или нанесения снежка на изделие. Просто сюда наносите белую акриловую краску и вот такими движениями наносите ее на изделие. Я очень много раз в видео в своих показывала этот процесс. Губка в этом плане очень хорошо помогает. Вместо губки, конечно, можно использовать и мягкую кисточку, но именно губка наносит белую акриловую краску очень интересно и очень легко. Из следующих материалов, которые понадобятся начинающему, это пульверизатор для обработки трубочек перед началом плетения и бальзам для волос. В этом видео я очень подробно рассказывала о том, как подготовить с помощью этих материалов трубочки для плетения. Пульверизатор можно купить в магазине Fix Price. На момент выхода видео этот пульверизатор стоил 50 рублей. Я в него наливаю воду, добавляю немного бальзама для волос и этим раствором обрабатываю трубочки перед плетением. Также пульверизаторы продаются и в других магазинах. Например, вот этот стоил 30 рублей и продавался в магазине Leonardo. Ну, на самом деле их много разных видов. Выбирайте тот, который поменьше, он наиболее удобен в работе. Следующий из необходимых материалов, которые использую в работе постоянно, это лаки. Для того, чтобы покрывать им изделия, я использую два лака очень часто в своей работе. Первый это лак Tex, лак для саун, еще есть лак для бани саун. Очень хороший лак для бюджетного варианта, самое то. Соотношение цены-качества просто отличное. Вот такая туба стоила в районе 250 рублей. Точную цену я вот здесь подпишу. Лак очень хороший, он густой, его надолго хватает. И также я использую еще вот этот лак компании 33W. Это паркетный лак на водной основе. Что мне нравится, у него гипоаллергенная формула, даже аллергики способны выдержать запах этого лака вообще без проблем. Единственное, что он очень дорогой, то есть вот эта железная банка стоила в районе 900 рублей, покупалась в Leroy Merlin, сейчас есть там такие же подобные лаки, но тоже достаточно недешевые. Начинающим я советую работать с более бюджетными вариантами лаков, они также очень хороши для своих целей, очень хорошо защищают плетеночки от внешних воздействий. Советую пока не тратить очень большие деньги на лаки, так как вы еще учитесь, вы еще пробуете. Если вы увидите лак Tex, берите, очень хороший вариант, как я уже сказала, соотношение цена-качество просто отличное. Возможно, в некоторых регионах каких-то лаков и нету. Всегда смотрите, чтобы лак был на водной основе, чтобы он не имел запаха. Это очень важно. Ну и чтобы какие-то были приписки, например, выдерживает высокие температуры и влажность, защищает от плесени и так далее, и так далее. Это только в плюсы этому лаку. И последние материалы, на мой взгляд, также необходимые и начинающему, и продолжающему в газетоплетении. Это ножницы. Этими маникюрными ножницами я обрезаю трубочки для последующего наращивания. Их я покупала в маникюрном отделе. Кстати, некоторые вместо таких ножниц используют и строительные кусачки, но пока я
таким способом не пользовалась, пока ножнички меня устраивают. Следующее – это прищепки. Их я использую в работе довольно часто. Прищепками я фиксирую и стоечки, и какие-то элементы в загибке корзины, чтобы они зафиксировались, приклеились. В общем, тоже очень нужный материал. Вместо прищепок иногда я использую малярный скотч, его я покупаю в строительном магазине. Он незаменимая вещь при плетении прямоугольного донышка, им я фиксирую стоечки. Ну и последний материал, который, как мне кажется, тоже очень нужен и начинающему в плетении тоже, это элементы декора для наших плетеночек, корзиночек. Здесь у меня элементы собраны вот в такую вот коробочку, правда не все, некоторые у меня отложены в другое место. Здесь у меня и тесьма, и ленточки, еще какие-то пуговки, какие-то вставочки, в общем, все то, чем можно приукрасить наше плетеное изделие. Вот такое подробное видео о моих материалах и о том, что понадобится начинающему в газетоплетении, получилось, и я очень надеюсь, что оно в какой-либо его части окажется вам полезным. Конечно, я осветила те моменты, те нюансы, которые у меня происходят в работе. Возможно, у кого-то что-то будет по-другому, но опять же, я это рассказываю, исходя из своего опыта, исходя из своей работы, что я использую, например, какие я использую материалы. Я считаю, что то, что я показала, это самый минимальный набор тех материалов, которые можно использовать в плетении из газет. А там уже можно варьировать, что-то добавлять, что-то убавлять, в зависимости от тех изделий, которые, например, вы собираетесь плести. Если вам это видео понравилось, обязательно ставьте большие пальчики вверх, заглядывайте в описание, там я оставила все необходимые ссылочки на другие видео, которые упоминала здесь в этом видео. Если у вас есть какие-либо вопросы по плетению или по материалам, которые я показывала в этом видео, обязательно пишите мне их в комментариях, я на все отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. Желаю всем отличного настроения, вдохновения и легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!